Маленький и худенький щенок, обмотанный изношенными и грязными бинтами, замер в уголке мусорного контейнера. На улице было прохладно, ветер нежно колыхал бумажки, но холод щенячьей жизни чувствовался гораздо сильнее. Женщина по имени Аня лишь на мгновение остановилась возле мусорки. Ей буквально показалось, что внутри кто-то шевелится. Когда она наклонилась, чтобы заглянуть внутрь, ее внимание привлекли еле слышные всхлипы. Там, среди мусора и оберток, сидел этот крошечный щенок. Он медленно грыз сосиску, которую, видимо, дал кто-то из прохожих. Но человек, к сожалению, не снял с нее бумажную упаковку. Маленький малыш усиленно жевал сосиску вместе с оберткой, совершенно не понимая, что это может причинить вред. Его глаза, темные и печальные, смотрели из-под лобья, а вся его шорстка, куда ни гляни, грязь, пыль, следы множества пережитых дней на этой улице. Внешний вид щенка был настолько несчастным, что у Ани в груди сжалось сердце. Легкий дыхательный кашель, смешанный с тихими стонами при каждом движении, говорили о том, что он испытывает боль. У него одна передняя лапка была словно отключена. Малыш просто не касался ею земли. Носил ее приподнятой, слегка склонив. Каждое его движение сопровождалось тонким вздохом и попыткой скрыть страдания. Подойдя ближе, Аня заметила бинты. Их было много, почти вокруг каждой конечности. Казалось, кто-то пытался лечить щенка, однако те бинты были неравномерно наложены, местами уже отваливались, местами нарочно перетянуты. На бедной лапке просвечивала коряво прикрученная металлическая пластина с винтами, которые выглядели непропорционально щенку, и часть из них просто выпала. Увидев это, у Ани возникло тревожное предположение. Щенка могли использовать как объект практики для студентов-ветеринаров. А когда что-то пошло не по плану, просто выбросили как отработанный материал. С тревогой, но с твердостью она взяла щенка на руки. Его маленькое тельце было настолько легким, что казалось, он может ускользнуть, раствориться. Но был жив и жаждал помощи. Аня завернула его в свою куртку, закрыла глаза, чтобы спрятать щенка от постороннего взгляда. Казалось, окружающий мир мог бы легко попрать его израненную душу, но в этот момент он нашел в ней защиту. Вскоре их путь лежал в ближайшую ветклинику, первую попавшуюся, куда согласились принять. Сделали рентген, и он почти мгновенно подтвердил худшие ожидания. Та самая пластина, явно не размером и не назначением для щенка. Винты вкручивали не туда. Брали, не учитывали анатомию, технику, вес, размер. Все это было похоже на эксперимент, а не на лечение. По снимкам было видно, что винты частично вышли. Щенок фактически носит внутри себя инородные тела, которые могут еще сильнее навредить. Даже опытные врачи, рассматривая рентген, не могли понять, какой цели служили все эти операции. До конца не было понятно, что и как именно пытались вылечить. Вероятно, операции проходили не в официальной клинике. Врачи города отрицали всякую связь с этой историей. Аня приняла решение взять малыша с улицы, несмотря на все. Она знала, что это только начало пути. Впереди будет долгая борьба, большая ответственность и, вероятно, большие расходы. Но она чувствовала, это единственный шанс для Лакки на высококачественную жизнь. Она взяла на себя обязательство дать ему жизнь, наполненную заботой, ветеринарной помощью и, главное, любовью. Через несколько дней волонтер встретил малыша в московском аэропорту. Передняя лапка все еще не функционировала, но щенок выглядел чуть крепче от того, что попал в руки, пытавшиеся понять и помочь. Его перевезли в столичную клинику, специализирующуюся на мелких породах и сложных хирургиях. Там провели первую операцию, установили временную конструкцию, более подходящую по размеру и весу.
мягче закрепили винты, удалили части чужеродных элементов. Это должно было дать время Лакки маленькими шагами привыкнуть к лечению, набрать вес, окрепнуть. Врачи предупредили, процесс будет долгим. Первая операция– лишь начало. Вторая предстоит немного позже, по мере роста щенка, чтобы скорректировать положение пластины и обеспечить нормальное срастание тканей. Третья, финальная, когда Лаки исполнится год, чтобы обеспечить стабильность и удалить временные элементы конструкции. Несмотря на трудности, врачи верят, маленькому щенку под силу восстановиться, если ему дать время и терпение. Сам щенок– удивительное существо. Лаки оказалось тихим, скромным. Он никогда не лает громко, не требует внимания. Но удивительно тянется к людям, доверчиво прижимается к тем, кто подает руку. Кажется, он задерживает дыхание, чтобы не спугнуть тех, кто рядом. Его глаза большие, темные, иногда влажные от грусти, выражают надежду и тихую благодарность. Когда ему впервые поставили в боксе миски с едой и водой, а рядом появились игрушки, он, держа взгляд на игрушки, даже забыл о боли и моментально начал играть. То, как он гонял мячик, отбрасывал мягкую игрушку лапками, это было настоящее маленькое чудо. При этом Лакки не забывает о своей травме. Он осторожен, двигается медленно, ощупывает лапку при каждом шаге. Он еще не уверен, что может полностью довериться своей телу, все еще осторожен. Но уже видно прогресс, он делает попытки опираться на лапку, держит равновесие, делает первые осторожные шаги. Врачи видят, мышцы начинают реагировать, кровоснабжение и нервные пути постепенно восстанавливаются. Аня продолжает поддерживать связь с клиникой, получает ежедневные отчеты, фото, видео. Каждый день маленькая победа. Щенок съел полностью порцию, встал на лапку, не плакал при перевязке. Каждый день повод для радости. Хотя лечение потребует времени и средств, уже сейчас видно, щенок отвечает на заботу. Он учится доверять миру. Каждый его тихий вздох– это шаг на пути к исцелению. В планах клиники через несколько недель новая проверка положений конструкции, возможно, корректировка. А когда наступит следующий этап, важная веха, в год щенка конструкцию заменят на постоянную, удобную, оптимально подходящую по размеру. Это будет решающим этапом. Если все пройдет успешно, Лаки когда-нибудь сможет бегать, прыгать и вести практически нормальную щенячью жизнь, которую ему лишили люди, экспериментировавшие с ним. Хотя Лаки тяжело переносит оперативное вмешательство, ведь он еще совсем маленький, ведь за спиной у него тяжелая история, но в глазах видна сила. Сила маленького существа, которое хочет жить, несмотря ни на что. Мы все верим, что он восстановится полностью. Каждый, кто помогает, волонтеры, врачи, Аня, люди, которые читают его историю и переживают вместе, стали частичкой этого чуда. Дорогие читатели, если вам запала в душу эта история, поддержите ее. Поставьте палец вверх, поделитесь рассказом с друзьями. Особенно, если вы впервые на канале, подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение удивительного пути Лакки, чьи раны физически незаметны, но чья душа сильна. Вместе мы можем дать этому малышу возможность доказать, что даже после самой жесткой боли возможно исцеление, и что даже самая разбитая душа может научиться доверять людям снова.